Привет, друзья! Меня зовут Евгения, и я кота-мама африканского сервала. И зовут его Лекс. Но, помимо него, в нашем доме живут еще вот такие вот прикольные зверюшки. Кстати, это не все животные, которые живут в нашем доме. И мы вас сегодня со всеми ими познакомим. У нас уже есть страница в Инстаграме, ссылочка в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь. Но чем же мы будем заниматься здесь, на нашем YouTube-канале? Мы здесь будем освещать более подробно самые классные, самые интересные темы, происходящие в нашей жизни. Но чем же мы занимаемся в нашей жизни? Мы много путешествуем. Поэтому Лекс на сегодня единственное дикое животное, которое путешествует. О его приключениях в предыдущем сезоне вы можете посмотреть на нашей страничке в Инстаграм. Еще он самое уникальное дикое животное. Он единственный сервал, который гуляет сам по себе. Также на нашей страничке в Инстаграме под хэштегом Lexus гуляет можно отследить все его похождения. Ну а сейчас мы подробнее расскажем о каждом из наших животных. И начнем мы с нашего африканского сервала. Мы находимся в нашей комнате, и это любимое место пребывания нашего Лексика. Кто же такие африканские сервалы? Это большие пятнистые кошки, как вы видите, достаточно длинного размера, да. Вес взрослого животного колеблется от 12 до 22 кг в зависимости от пола и возраста. Приехал Лекс к нам в возрасте 3 месяцев. И с другой стороны, да, он иммигрант, а уже в возрасте 6 месяцев мы его кастрировали, потому что он стал активно начинать метить нашу квартиру. Сейчас Лексу 1,5 года, и он весит почти 18 килограмм. Но ему еще расти и расти, и он будет весить еще больше. Кстати, растут сервалы до 3 лет. В длину, естественно, уже он не будет расти, а будет только мужать и набирать вес. Давайте поговорим об особенностях данной породы. Первое, что я хотела бы отметить, это животное одного владельца. Что это значит? Это значит, что купив котенка африканского сервала, он привяжется только к одному из членов семьи. Что будет далее? Далее вам придется с ним жить всю жизнь. Его нельзя будет отдать, перепродать, потому что вероятность, что он привыкнет к новому владельцу, она минимальная. То есть он может сосуществовать с другими людьми, но как своего хозяина, как своего человека он уже не примет его. Поэтому к покупке диких животных надо отнестись очень ответственно, учитывая именно этот факт. Вторая особенность, которую мне бы хотелось отметить, эта кошка очень любит воду. Мы купаемся практически каждый день, но об этом я сниму отдельный видеообзор, который вы сможете посмотреть на нашем канале. И что бы мне хотелось еще отметить именно об этих животных. Абсолютно не квартирное животное. Вообще хищники, они не квартирные животные, то есть квартира это не их среда обитания. Да, Лекс живет у нас в квартире. Так получилось. То есть мы на это шли осознанно, но к жизни в квартире данные животные не приспособлены. Но сейчас переходим к знакомству со следующими членами нашей семьи, а именно собаками. Идите ко мне. Первый пошел. Давай, Буч. Второй пошел. Сейчас мы их усадим всех покрасивее и будем
рассказывать. Давай, садись. Сидеть. Лучше сидеть. Сидеть. Ай, молодец. Клайд. Сидеть. Знакомьтесь, это семья Цверк-Пинчеров. Мама Бонни, Клайд и их сыночек Буч. Это настоящая семья, то есть мама, папа, сын. Ну и сейчас мы расскажем о каждом поподробнее. Первая в нашей семье появилась Бонечка. Боне в этом году, кстати, исполняется уже 7 лет. А с самого раннего возраста у ней выявились проблемы по здоровью, и она начала болеть. Так как она очень скучала в наше отсутствие, пока мы работали, было принято решение купить ей друга. Так в нашей семье появился Клайдюшечка. Но Клайд тоже приехал с небольшими проблемами по здоровью, а именно в детстве ему уже нарушили обмен веществ, и он уже приехал с проблемами лишнего веса, и мы до сих пор боремся с этими проблемами. Цели разводить собак не было, хотя они были куплены в питомниках с правами, с документами. Но так как я заводчик с 10-летним стажем, мне очень хотелось получить плод их любви и посмотреть именно на фенотипичные признаки. Так у нас родился Бучик. Буч остался у нас не специально, то есть по стечению обстоятельств. Так получилось. Папа поддержал инициативу сына, и так в нашей семье остался Буч. Ну а сейчас ответим на самые распространенные вопросы, которые интересуют наших подписчиков. Самый часто задаваемый вопрос, как мы их различаем? Все просто, как люди различают людей. На самом деле, что собаки, что кошки, они различимы. Но даже для вас, наши подписчики, я вам расскажу небольшие хитрости, по которым вы можете отличить этих собак между собой. Буч, наш ребеночек. Отличительной особенностью Буча является его загнутое ушко. То есть у всех собачек у нас хорошо купированные ушки, а Бучу не повезло. При купировке ушей ему повредили лимфатический сосуд, лимфа начала грубеть и ухо свернулось. Такой дефект уже, кроме как хирургический, никак не убрать. Но если мы будем обрезать ухо, оно будет очень короткое и некрасивое. Поэтому было принято решение оставить ухи такие, какие они есть. И вот он у нас остался с таким вот загнутым ушком. Это его особенность. Бонечка девочка. В детстве обморозила кончики ушей. То есть у ней на ушках 2 белых пятнышка. Поэтому, когда на нее сверху смотришь, эти 2 белых пятнышка очень выделяются. И таким образом ее можно среди всех собак со спинки различить. Пойдешь. Ну, а Клайдюша у нас самый толстенький. Друзья, следующий вопрос, который вас интересует: как купить у нас щенка? Отвечаю, к сожалению, никак, потому что все животные, которые живут с нами на сегодня, кастрированы. Разведением мы больше не занимаемся, поэтому щеночков, котеночков у нас больше не будет. Если вы хотите классного щенка от Цверк-Пинчера, вам нужно найти любой питомник, чьи животные вам нравятся, и уже общаться напрямую с заводчиками о покупке щенка. Ну а сейчас мы идем знакомиться с нашей Лизочкой. Лизочка самая старшая в нашей семье. Да, сейчас я вам ее покажу. Ох, вот какая Лизка у нас есть. Лизочка — это чистокровная британская кошечка. Давай мы присядем с тобой лилового окраса. Раньше мы занимались плотно разведением британских кошек, разведением бенгальских кошек. Так вот, Лизочка родилась в нашем питомнике. В этом году ей исполняется 10 лет. По стечению обстоятельств, да не по стечению, она была продана в питомник в другой город, и там уже по стечению обстоятельств она вернулась к нам в возрасте где-то 2 лет. Еще несколько лет участвовала в племенной программе питомника, ну а потом достойно ушла на пенсию. Сейчас она доживает свои года с нами. Кстати, вот она очень сильно линяет. Это, наверное, ужас, летящий на крыльях ночи. Но выглядит она
Она не выглядит на старушку, она выглядит очень достойно. Она такой у нас колобочек, она в прекрасном породном типе. И вообще кошка, которая отлично впишется в любую семью. Но обо всем, конечно, сейчас не рассказать. Следите за нашим каналом более подробно. Мы будем делать классные видеообзоры всех интересующих тем. Все ваши вопросы вы можете задать в комментариях под этим видео. До скорых встреч, друзья! Вот так вот. Нормально? А собакину? Сядь в угол, тогда забейся в угол. Сюда? Да. У тебя носки грязные. В такой позе будешь сидеть? Нормально? Поза странная, но можно давай. Ты скажешь про Инстаграм, что ты должна сказать про Инстаграм? Нет, там все. Ладно. Ну типа подписывайтесь, все, и дальше мы переходим к другому. То есть заткнуться сразу. Ну да. У тебя опять носки грязные. Хлопни. Давай. Сам другой. Снова давай. А еще его уникальной особенностью является его способность съесть маму в прямом